К1 Кунимен. Это начальный уровень вовлеченности, характеризующийся вагинопреклонением перед вафлилем-всевафлятелем. Проявляют инициативу в оральных ласках, под капотом. Может обмануть натуралов, скрывая свои занятия полировкой, но при бдительности распознается. Хлебный К1. Новичок, попавший в категорию лишь один раз случайно по пьянке, недоразумению или под давлением, не имеющий страсти к процессу. Для них предусмотрена амнистия и реабилитация. Фуловый прокачанный К1. Тот, кто достиг предела развития в этой категории. Физически это проявляется в накачанных мышцах на языке, присухе, а его кончик принимает форму залупы. Часто такие персонажи носят бороды для имитации мужественности. Куниколы – это специфическая фулловая подкатегория внутри категории К1 кунимены. Согласно источникам, это опытные и профессиональные представители, которые достигли высшей степени мастерства в своей области. Сознательно, в отличие от хлебных, обладают достаточным опытом, чтобы преподавать на кафедре куникологии. Куниколы входят в особый закрытый круг общения – ойкос, где обсуждают свои достижения, делятся опытом полировки и рассказывают о том, как им удалось прокачаться до фула. Шляпогрудый – типаж из поколения кунилингус, родившийся после 1990 года. Они любят много рассуждать за понятку и раздуваться от важности, расправлять плечи как шляпу, но на деле являются трусливыми и находятся под капотом. Прокачанный до К1. К2 клыкодайвер. Второй уровень, заключающийся в активной практике орального секса. Может имитировать натуралы в коллективе на работе или рыбалке, но выдает себя присутствием партнеров, сообщников. Фуловый К2. У такого представителя полностью отсутствует рвотный рефлекс. Гортань растянута, а рот под воздействием нагрузок начинает визуально напоминать киску. В процессе акта у них может пузыриться малафья в ноздрях. Кадыковик. Разновидность категории К2, ориентированная на экстремально глубокий оральный контакт. Им необходимо, чтобы шляпа партнера оказывала прямое давление на кадык, вызывая удушье, покраснение лица и слезы. Цель – прокачать кадык до полного отсутствия рвотных рефлексов. Болтосвары. Группировка внутри К2, специализирующаяся на заварке болтов, глубоком оральном сексе до уровня яиц, в кадыках друг друга. Цель – деформировать гортань до состояния стиральной доски и устранить рвотный рефлекс. Болтосвары относятся к категории клыкодайверов, но представляют собой ее продвинутую или фуловую стадию. Являются чистокровными валами, исполнителями воли вафлиля-всевафлятеля. Их деятельность классифицируется как крайняя степень деградации и узость ума при растянутом кадыке. Физруки, кадыковеды, накачанные представители К2, стремящиеся к багровому лицу и вылезающим из орбит глазам во время давления на кадык. Их кадык из-за тренировок напоминает стиральную доску. В отличие от трудовиков, могут заниматься этим бесплатно, ради страсти. Такой человек может реально работать учителем физкультуры, но использовать свою физическую форму не для спорта, а для того, чтобы башню сносило в поисках новых способов прокачки кадыка. К3 кишкоблуд. Высший уровень деградации, связанный с полным отказом от третьего правила ООСД. Запрет на анальные контакты. Мимикрирует под натурала как экстремал, может затесаться в компанию для поиска потенциальных жертв для тромбовки. Фуловый К3. Способен вмещать в прямую кишку объекты объемом до 1,5 с отпечатком залупы на фекалиях. Физическим признаком является выпадение кишки, пролапса, из-за чего она висит как силовой кабель для сдачи металла. Собутыльники. Пассивные представители К3, чья кишка раздолбана до гофры и способны исторгать 1,5. Название происходит от иносказательного образа бутылок, литровых и 1,5-литровых, которые вываливаются из их раздолбанной до гофры прямой кишки. У собутыльников кишка находится в состоянии пролапса из-за частого воздействия не только шляп, но и посторонних предметов. Гончары – активные участники процесса, тромбовщики, чье мастерство заключается в том, чтобы оставить свой отпечаток залупы на материале собутыльника. Несмотря на то, что сам он может не подвергаться тромбовке, он все равно относится к категории К3. Основная заслуга гончара – оставлять отпечаток залупы на 1,5 или литрушках
результатах дефекации своего партнера. Для подготовки к работе они могут использовать роликовые дезодоранты увеличенного, размера в 4-6 раз больше обычных, для смазки дыры. И те, и другие являются завсегдатаями гофроцентрала закрытых или ночных клубов по интересам, где приветствуется коленно-локтевая практика. Иными словами, гофроцентрал – место встреч единомышленников для совершения коллаборейшена. Гофроногие – представители К3, чьи ноги постоянно торопятся на гофродело, в гофроцентрал. Название категории не означает, что их ноги физически похожи на гофрированные трубы, хотя корень гофра прямо указывает на состояние их прямой кишки. Такие люди часто ассоциируются с собутыльниками, способными вмещать или исторгать объекты объемом до 1,5. Подкатегория – гофрожираф. Также выделяется понятие гофроногий гофрожираф. Это высокий гофропартнер, чей рост настолько велик, что когда он стоит в кругу своих собутыльников в гофроцентрале, его гофра, задний проход, оказывается на уровне лиц других участников. Все гофроногие являются активными участники коленно-локтевой практики, которые всегда ищут свободные уши или новых партнеров для трамбовки. В ООС-Д утверждается, что по земле часто ходят лишь фантомы гофроногих, тела – нелегалы, в то время как их внутренний человек уже находится в коричневой стране, где отбывает 80-летний срок в ячейках. Фантомы гофроногих могут даже играть в футбол, выдавая себя за оригинальных людей. Грузовик. Представитель категории К3 с большим лишним весом. 120-200 килограмм. Из-за габаритов и растянутой кишки они способны принимать грузы, то есть анальные проникновения особо крупных размеров. Кулаковики под категория трипл. К, практикующие экстремальный фистинг, анальные контакты рукой до локтя. Упоминаются светлоликим в сатирическом контексте как «мужики с района», дошедшие до крайней степени извращенности. Прим-1 и Прим-2. Обозначения добавляются к основным категориям К1, К2 или К3 для описания конкретных девиаций. Прим-1. Примечание 1. Обозначает представителя категории Трипл-К, который является любителем золотого дождя. Просит, чтобы на него поссали. Например, К1 Прим-1 – это кунимен, практикующий подобные вещи. Прим-2. Примечание 2. Обозначает тех, кто, помимо прочего, просит, чтобы на них еще и посрали. Таким образом, К3 Прим-1 Прим-2 – это кишкоблуд, который стремится к обоим видам данных манипуляций соответственно. Трудовики. Трудовики представляют собой специфическую группу лиц, для которых сексуальные девиации, оральный и анальный секс являются ремеслом и основным источником дохода. Основное отличие трудовиков от других представителей Трипл-К, таких как вахтовики или физруки, заключается в полном отсутствии страсти или личного влечения к совершаемым действиям, в то время как некоторые категории могут практиковать девиации добровольно или ради извращенного удовольствия. Трудовики работают исключительно за деньги. Такие люди трудятся всеми своими частями, используя все физиологические возможности в рамках категорий К1, К2 и К3. Трудовики могут вести свою деятельность как по месту постоянного жительства, так и выезжать в другие регионы на заработки, становясь в этом случае вахтовиками-трудовиками. Внутри группы трудовиков существует своя элита – передовики. Передовик – это трудовик на пике своей популярности, пользующийся колоссальным спросом со стороны клиентской базы. В отличие от обычного трудовика, который берется за любую работу, чтобы выжить, передовик работает в режиме максимальной загрузки, часто подвергаясь воздействию с двух сторон одновременно. Иносказательно – встречный поезд. Со временем успешные передовики, теряя былую востребованность в силу возраста, могут эволюционировать в мамок гарема, переходя к организаторской деятельности и управлению другими представителями К2 и К3. Вахтовик – профессиональное обозначение тех, кто скрывает свои наклонности К2 и К3 по месту жительства и реализует их, уезжая в другие города на вахту, чтобы там полировать шершавого и кушать вдоволь малофьи. Смотрящие фальшивые авторитеты, сочетающие криминальные черты с принадлежностью к Трипл-К. Это существа с висячими кишками и елдами до подбородка. Они используют понятки для вымогательства доли
но при реальной угрозе проявляют трусость. Смотрящие часто отождествляются с шляпогрудами и представителями поколения – кунилингус. Светлоликий пророчествует, что в будущем, через 100 лет, такие смотрящие будут практиковать коллаборейшн, вступать в половые связи другом, долбиться в кишки, не считая это зашкваром в рамках своей извращенной терминологии. Поясной – это лицо, достигшее максимальной степени прокачки до фулла, одновременно во всех 3 категориях – К1, К2 и К3. Такие люди часто занимают высшие руководящие посты, как президенты или министры, управляя массами через духовные и физические углы влияния. Такие персонажи описываются как матерые представители триплка, у которых кишка свисает, как силовой кабель для сдачи металла, и во рту отсутствует рвотный рефлекс. Модераторы ТикТока. Высший статус деградации поясного на Земле. Первые модераторы стали аширами-рабами в коричневой стране, которые раскатывают фекалии на станках и обжигают их в печах, создавая ячейки для обоссанных тряпок. На Земле они работают под предводительством Вафлиля, двигая его стратегию ТриПЛК по всей Земле. Их деятельность на платформе TikTok заключается в том, чтобы тормозить и блокировать комментарии или публикации, которые несут свет от лика Светлоликова, тем самым препятствуя просвещению людей. Бихарьков описывает способы распознать модератора ТикТока или претендента на эту роль в обычном окружении. Главным признаком является несоблюдение 3-го правила ООСД – не долбиться в рот и в попку. Физическим свидетельством их деятельности можно считать экскременты аномально большого размера, вплоть до 1,5-литровой бутылки, часто с отпечатком залупы партнера, выблядки и прочее. Термин «выблядки» в источниках, описывающих классификацию ТриПЛК, упоминается как обобщение всех остальных людей, что не могут быть в ООСД, например, PDF, файлы, мошенники или прочие работники индустрии Вафлиля.